Всем привет! В этом видео я покажу, как приготовить такой необычный декор, подарок или торт. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобится пластмассовая бутылка. Отрезала дно. Далее надо темперировать шоколад. Чтобы шоколад был более тягучий, я к нему сразу добавила совсем немного какао-масла. Примерно на 100 грамм шоколада 10 грамм какао-масла. Отмеряем шоколад нужного количества. К примеру, 100 грамм шоколада. И сразу от этого количества убираем 20 грамм шоколада. Остальные 80 грамм шоколада растапливаем до примерно 45-50 градусов. Перемешиваем до однородности. И добавляем эти 20 грамм шоколада. Эти 20 грамм шоколада уже темперированные, и они нам помогут остудить растопленный шоколад. В идеале, чтобы эти калеты очень быстро остудили растопленный шоколад до примерно 27 градусов, если это у нас темный шоколад. Если видим, что шоколадные калеты слишком быстро растопились, то можем добавить еще немного дополнительно. Потом поднимаем до рабочей температуры. У темного шоколада рабочая температура 31-32 градуса. Так как сейчас доступен какао-масло Микрио, я обычно к этому самому процессу добавляю еще какао-масло Микрио на 34-36 градусов. В этой температуре я добавляю 1% какао-масла Микрио. Обязательно пропускаю через очень мелкое сито. И все это перемешиваю, чтобы какао-масло Микрио тоже поспел раствориться в этой массе. Темперированный шоколад наливаем в бутылку. Бутылка, конечно, должна быть помытая и высушенная. Вращаем бутылку, чтобы шоколад мог распределиться по стенкам равномерным слоем. Потом переворачиваем, чтобы лишний шоколад вытекал. И ставлю в холодильник, чтобы шоколад быстрее застыл. Если у нас получился слишком тонкий слой, можно дополнительно сделать второй слой. Потом надо очень аккуратно достать шоколад из бутылки, чтобы ничего не повредить, не поломать. Аккуратно прорезать бутылку и снимать шоколад от пластмассовой бутылки. У меня, видите, бутылка с такими углублениями, поэтому в этих местах немного трудновато было отсоединить, отрезать эту пластмассу. Но главное все делать не спеша, постепенно. По кусочку отрезаем пластмассовую бутылку. Конечно, если у вас бутылка без таких узоров, углублений, просто круглая там бутылка, то шоколад даже можно достать, не прорезая бутылку. Вот это место было вот такое, которое было трудно отсоединить, так как там шоколад хорошо держался к бутылке, и в этом месте пластмасса была более твердая. Ну, я достала бутылку без проблем, только надо было немного там повозиться.
Берем разные молды. Можем сделать молды сами. К примеру, вот этой формой глицерин и желатин я сделала форму ключ и еще там различные другие молды. С помощью этих молдов я делаю разные декоры из пластилинового шоколада. Это у меня темный шоколад, 70%. На 100 грамм шоколада мы добавляем от 40 грамм сахарного сиропа, инвертного сиропа. Все растапливаем и выжимаем какао-масло до того момента, пока шоколад пластичный, эластичный. Наполненные молды ставим в морозилку, чтобы шоколад хорошо застыл и очень хорошо, красиво можно было достать шоколадные поделки из этих молдов. Если шоколадная масса подогрета, теплая, она очень эластичная, то мы можем даже ее распределить по вот таким коврикам для кружева. Использовать мы можем различные коврики, молды, делать разные структуры, так как такой декор – это просто наша фантазия. Тут нету правильного или неправильного. Потом все эти декоры я кладу на эту шоколадную бутылку. Пластичный шоколад при комнатной температуре еще довольно мягкий. Его немного надо прижать, и он хорошо держится к шоколадной бутылке. Ничем не надо промазывать. Единственное, если какие-то элементы слишком толстые, то тогда, да, можно промазать растопленным шоколадом и приклеить. Чтобы шоколадные элементы снять с коврика для кружева, надо кружева подержать в холодильнике или в морозилке. И тогда даже самые мелкие узоры с коврика отсоединяются очень красиво. Если захотеть, можно сделать и целые кружева. Так как шоколадная бутылка у меня получилась без крышечки, я потом взяла вот эту бутылку и крышечку, эту часть с помощью желатинового молда сделала молд, и потом туда налила шоколад и вот эту часть прикрепила отдельно. Вот такие шурупчики, гайки я растапливала на теплой поверхности, так как они у меня были из шоколада, не из пластичного, а из просто темперированного. Я их немного подогрела и прикрепила. Когда прикрепили весь декор,
Я дополнительно добавила вафельную картинку, как бы этикетку. Но на этикетку я добавила еще имя, фотографию именинника. И потом по всей бутылке я прохожусь кондурином. Можно, конечно, вначале пройтись какими-нибудь красителями, черным, белым, синим, там, и потом дополнительно пройтись кондурином. Как я готовила вот эти пряники с разными оттенками, и потом кондурин. Но в этом случае я выбрала просто коричневую бутылку и прошлась таким бронзовым кондурином. И в итоге вот такой необычный декор, шоколадная бутылка, идеальный подарок для мужчин, оригинальный подарок. Ее можно также наполнить с бисквитами, кремами. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты, идеи. Всем пока!